Всем привет! Рад приветствовать вас на канале. Сегодня у нас обзор интересной штучки, а именно вилки RockShox ZEP. Интересна она тем, что это бюджетный вариант этой линейки с очень необычным для нее картриджем. Сегодня посмотрим на это все, разберемся. По обычаю присаживаемся поудобнее, чаек, кофеек. Погнали! Для начала давайте разберем поподробнее эту линейку RockShox ZEP. Как я думал, существует два варианта: RockShox Select и RockShox ZEP Ultimate. Различия там в картриджах: было два картриджа изначально: RC, это Rebound и Compression, то есть настройка отскока и настройка компрессии. И второй картридж был, это Charger RC2, то есть настройка отскока и низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Относительно не так давно появился третий картридж Charger RC3. В нем та же самая низкоскоростная, высокоскоростная компрессия. Немножко сделали отзывчивее настройку отскока. Да и в принципе там от предыдущих картриджей он не сильно отличался. Собственно, я так и думал, что вот существует, грубо говоря, три картриджа, да? Но оказалось, что есть еще один, так скажем, бомж-вариант, который как раз-таки на этой вилке и установлен. Значит, здесь нет ни настройки никакой компрессии. Здесь только у нас присутствует настройка отскока. Странно, если бы ее здесь не было. Ну и на этом спасибо. Здесь внутренности, они похожи плюс-минус на, как раньше Marzocchi делали DJ, как они делали там RS-55, 66, то есть была масляная ванна внутри ноги. Она никак не настраивалась, только вы давали сюда воздух, с помощью воздуха настраивали себе сек и, в принципе, жесткость этой вилки, если можно так сказать. Здесь похожая ситуация, так как есть настройка воздуха, но настройки самого картриджа нет, он работает только на отскок. Все. Ну, перейдем к обзору конкретно этой вилки, этого варианта. Итак, 38-е толстенные алюминиевые ноги с тефлоновым покрытием, что обеспечивает очень плавное страгивание и плавный ход ног непосредственно в штанах. Как в предыдущих моделях, здесь отсутствует вот эта вот пустота, которая была, когда вы вот просто страгивание, вот это пустое, пару миллиметров, когда вы просто берете вилку, и она вот ходила туда-сюда. Здесь же все жестко, ничего такого нет. Она прям стоит жестко как надо. Есть вариант по 27,5 колесо, есть вариант по 29 колесо, соответственно. На всех моделях, неважно, дешевая она, дорогая, здесь идет технология Dub Air. Dub Air — это такой воздушный картридж, какая-то пружинка, которая обеспечивает плавность и полную отработку вилки даже на самых незначительных неровностях. То есть камушки какие-то, она сразу их отрабатывает. Это не какое-то покрытие, как некоторые говорят, на ногах, которое позволяет вам плавный ход, легкое страгивание. Это все чушь собачья. Не так давно относительно появилась технология Buttercup. На этой вилке ее нет. Но это такая вот пружинка внизу, которая гасит вибрации. То есть от мелких, опять же, каких-то камушков, неровностей маленьких она будет гасить все эти вибрации, и руки не будут забиваться. 44 и 51 мм офсет. Ход вилки от 150 до 190. Конкретно на этой модели от 150 до 180 мм. Все эти 4 шкалы здесь нарисованы. Это очень удобно. На новых вилках я читал, их уже почему-то стали убирать, и это нормально, хотя это не нормально, так как все это удобно позволяет выставить сек без линеек, без вот этих вот штангель-циркулей, каких-то плясаний вокруг этой вилки. Очень удобно. Минимум можно поставить 200-й ротор, 200 мм. Это удобно, без переходников. Это нам дает больше жесткости и меньше деталей всяких. Максимум можно поставить 220, соответственно, с переходником. Также в комплекте идут два токена. Токены — это такие пластиковые проставки, которые ставятся
непосредственно внутрь ноги, которые дают вам возможность улучшить прогрессию, и в некоторых случаях это позволяет не пробивать вилку на весь вход. Они ставятся всегда по-разному, некоторые ставят и 4 штуки, и все это идет исключительно под ваш вес, под вес каждого райдера. Вес этой вилки 2230 грамм с этим картриджем, вот в таком виде. По поводу дизайна. Я, конечно, кайфанул от такого решения. Тут все в стиле SRAM. Огромная горилла с острыми линиями. Смотрится прям кайфово. Также огромная корона, которая прям гигантских каких-то размеров. Я вот, честно, таких размеров на вилках я еще не видел. Но они прям здесь заморочились. Все прям вот в черном цвете. Черные ноги, черная вилка, черная ось. Все черное, даже шток черный. Прям брутальный такой стилек. Очень красивое крепление под тросик. Ось быстросъемная. Это очень удобно. Это не надо таскаться постоянно с шестигранниками. Снял колесо быстренько, закинул машину, поехал, приехал в лес. Все это обратно поставил и уже катаешься. И ось очень красиво тоже выполнена. Осталась она мне за $200. Для нее это очень дешевая цена, я считаю. Ну, естественно, понятно, что это БУ вариант. Новый стоит намного дороже, но даже с этим картриджем катать можно, она ведет себя очень хорошо, мягенько отрабатывает все. Также отдельно продается крыло, очень классное крыло, такое жесткое, это не вот это вот, как мы из папки раньше вырезали, из офисной, которая непонятно вообще какой формы, непонятно какой жесткости, вечно оно отваливалось на этих непонятных хомутах. Здесь есть 3 крепления под болты, крыло крепится под болты, оно небольшое, но в принципе его хватает для каких-то грязных покатушек. И выглядит оно очень кайфово. Замену масла первую надо производить после 100 километров. Вообще, в принципе, рекомендуется каждые 100 километров обслуживать ее, менять масло, смотреть на те же самые все пыльники, сальники. В общем, обслуживать, и она будет работать долго и счастливо. Масло стоит копейки, масло стоит что-то там в районе $5. Это вообще смешная цена. Поэтому следите за своими вилками, обслуживайте их и не доводите их до какого-нибудь ужасного состояния. Короче, такой вот мини-обзор получился. Хотел с вами поделиться мнением об этом картридже, потому что я о нем не знал. И, в принципе, претензий к нему не имею. Работает отлично за те деньги, которые он стоит. В принципе, потом в дальнейшем вы можете поменять картридж, выбрать себе любой, который вам понравится, либо официалов, либо заказать с какого-то сайта. Стоит он не так дорого, и проблем с этим, в принципе, нет. Не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч. Всем пока!